Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Сегодня рисуем гвоздики. Сегодня был праздник 1 мая и приближается праздник 9 мая, День Победы, который лично у меня ассоциируется всегда с гвоздиками, с этими очень красивыми, необычными цветами. И сегодня рисуем именно их. Рисуем гвоздики. Набираем на кисть, как основной, яркий красный цвет, и на кончик берем бордовый. Главное при выполнении этого мазка, которым сейчас я буду рисовать гвоздику лепесток за лепестком, наращивая их друг на друга, чтобы всегда кончик кисточки смотрел в край предыдущего лепестка, и чтобы кончик всегда был наполнен тем вторым цветом, который, собственно говоря, и создаст нам этот эффект, отделяющий одни лепестки от других и выводящие лепестки одни на передний план, а другие выводящие на задний план. Итак, активный красный цвет на кончик бордовый. Итак, изображаем два первые цветка гвоздики. Движение, которым выполняется мазок. Вы ставите кисточку, и кончик всегда смотрит в основание лепестка, и затем толкающим движением вы толкаете кисточку вперед и назад, и одновременно двигаете ее в бок в необходимом направлении, влево или вправо. И так образуйте лепестки. И затем начинайте их наращивать. Не обязательно ждать, когда предыдущий лепесток подсохнет. Будет даже хорошо, если его край предыдущего лепестка будет достаточно водянистым, но не очень много воды. Так мы выполняем цветные гвоздики. Меняем только цвет. Желтый, например, как основной, и красный на кончик. Или бордовый, как основной, и черный на кончик, как тот цветок, который я сейчас изображаю. Движение все то же самое. Вы толкаете кисть вперед и назад. Делаете это такими мелкими активными движениями и одновременно ведете кистью в бок в нужном направлении. Следующее. Мы не будем пользоваться белой краской для изображения белых цветов. Мы набираем на кончик водянистый, разбавляем водой тот цвет, который мы хотим рисовать, и изображаем те гвоздики, которые имеют на краях сами по себе белые, а на краях имеют какой-то оттенок красный или бордовый, к примеру, можно и желтый, и оранжевый. Гвоздики бывают очень много разных цветов и оттенков. И легким прерывистым касанием мы начинаем заполнять края лепестков, делать такой своеобразный контур. И еще, как можно изобразить гвоздику. Есть гвоздики, у которых не края оформлены другим цветом, а сами лепестки имеют очень красивые, скорее даже непропорциональные прожилки другого цвета. Для этого мы расправляем нашу кисть пальцами или высушиваем ее об салфетку. Кисть должна быть достаточно сухая, но не до конца. Итак, либо пальцами, либо об салфетку мы ее расправляем и набираем желаемый цвет: красный, бордовый, желтый, оранжевый и так далее. И вот такими движениями мы проводим по бумаге, представляя себе форму лепестка, и оставляем такие линии, которые прерываются между собой, и между ними белое пространство за счет того, что мы распушили кисть. Затем мы аккуратно можем обвести эти лепестки, если хотим, но в принципе этого можно и не делать. Просто если вы хотите более четко подчеркнуть структуру и форму цветка, а сами краешки мы такой же распушенной кистью, чтобы у нас был двойной зигзаг, подводим краешком кисти краешки лепестков. Итак, мы уже рассмотрели с вами 3 возможных приема, как можно нарисовать разные гвоздики. Гвоздики разных цветов и оттенков.
Для изображения этой гвоздики я набрала ярко-оранжевый как основной на кисть и бордовый на кончик. Для изображения этой гвоздики был набран оранжевый, только светлый, и красный на кончик. И следующая гвоздика была изображена бордовым цветом и распушенной кистью. Здесь мы немного просмотрим еще раз прием, когда мы просто касаемся быстрым таким прерывистым движением кончиком кисти бумаги. Было написано бордовым цветом эта гвоздика. Следующая гвоздика была написана ярким красным цветом, который был взят как основной, и на кончик был взят бордовый. А сейчас мы нарисуем очень красивую гвоздику очень интересного оттенка, темно-темно-бордовая. Для этого я обычный бордовый смешала с черным и на кончик взяла обычный бордовый цвет. Движения все прежде самые, описанные прежде, все по тому же принципу. Мы с вами продолжаем работать, просто поменялся цвет. И нарисуем еще один цветок. Возьмем оранжевый как основной, красный на кончик. И думаю, что перейдем уже к другим элементам цветка. Теперь нарисуем цветкам цветоложа. Оно у гвоздики будет очень интересное, двойное. Оставляем отпечатки кончика кисти, немного растянутые, и это будет основание. Также заложим несколько зеленых бутонов двойным мазком отпечатка кончика кисти. Итак, бутоны, двойной мазок, отпечатка кончика кисти и цветоложа – это 3 мазка в виде растянутых отпечатков кончика кисти. Нарисуем цветоложа у возможных цветов, в которых его видно в зависимости от ракурса. И когда эта часть подсохла, возьмем более темный зеленый и подрисуем под той частью, которую мы только что нарисовали, еще одну такую же, только более темным зеленым цветом, и внизу поставим под этим точку. Итак, получим такой двойной цветолож для цветка. Теперь переходим к стеблям. Зафиксировав кисть в начале движения точкой на кончике, мы проводим уверенную линию с остановкой в нескольких местах или даже остановившись, можно сказать, надавив на кисть, чтобы получить точку. Вот такой вот интересный у гвоздики стебель. И остальным возможным цветкам мы тоже подрисовываем стебли. И заполним наш рисунок листвой. Для этого мы делаем дугообразные тонкие линии с фиксацией на кончике и ведем их в том направлении, в котором мы представляем себе лучше. И это будут последние мазки на нашей сегодняшней композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что бы еще хотелось вам нарисовать. И с наступающим праздником Победы!